Для того, чтобы прочистить дроссельную заслонку, я уже снял аккумулятор и снял патрубок воздуховода, чтобы ничего не мешалось. Открылся прекрасный доступ. Кто-то считает, что дроссельную заслонку можно почистить, даже не снимая ее. Но здесь это будет сделать достаточно проблематично, потому что если мы посмотрим, сам лепесток, немножко грязноват, конечно, но это ерунда. Вся грязь находится именно с обратной стороны этого лепестка. И для того, чтобы качественно и хорошо прочистить дроссельную заслонку, ее необходимо снять. Снимать или не снимать, решайте сами. Но я хочу сказать, это то же самое, как покрасить какой-то элемент. Если его красить не снимая, то качество покраски упадет в разы. Конечно, необходимо снять для того, чтобы пройтись со всех сторон, потому что какие-то будут недоступны, обязательно. Для того, чтобы нам снять дроссельную заслонку, необходимо будет снять вот этот и вот этот штекер, чтобы они просто не мешались, и выкрутить 4 болта. Болты здесь идут под головку на 10. Так, нам нужно отодвинуть клипсу, удерживающий шланг. Я заранее подготовил уже стаканчик. Отлично. Пару капель и то мимо. Кстати, сняв воздуховод, увидел номер коробки. Я знаю, они бывают разные, там для XV, для Forester, на Outback. Так вот, смотрите, последние цифры, они вот как раз говорят о том, что именно эта коробка TR580 подходит на Outback. Если кому-то нужно когда-нибудь будет, имейте в виду. По-моему, они там рассчитаны на разный крутящий момент. Могу ошибаться. Но какое-то отличие у них есть. Да, заросла здорово. Но здесь у нас еще один шланг. Сразу я его не заметил. Сейчас мы его снимем. Как видно, со стороны входа воздуха она не такая уж и грязная. Но вот с обратной стороны она вся заросла копотью. Это тоже влияет, кстати, на увеличенный расход топлива. Кто-то очищает растворителем, кто-то очистителем тормозов. Я советую брать обычный очиститель для карбюратора. Сейчас я налью сюда, мы замочим, потом немножечко потрем щеточкой, если не будет отходить сразу. Да нет, все отходит прекрасно. Если пользоваться щеткой, то только еле докасаясь, потому что мы не должны поцарапать вот этот лепесток. Иначе на эти царапины потом нагар будет нарастать еще с большей силой. Пройдемся немножко сверху, во все отверстия. Не забываем наклонить и вымыть вот этот вот след, который остался от торца. После протираем мягко ветошью. Совсем другое дело. Зацените, как было и как стало. Но это еще не все. Теперь надо вернуться на то посадочное место, где мы сняли ее. Ну вот, совсем другое дело. На входе также есть еще и датчик. Выкрутим его и тоже прочистим. Итак, как видно, не так уж сложно. Это мы почистили дроссельную заслонку. Будем ставить ее назад.
Все собираем в обратной последовательности. Вот такая вот несложная процедура. Мне кажется, может сделать любой своими руками. Я в вас верю. Можно было бы на этом остановиться, но я хочу пойти еще дальше и промыть форсунки. Они прям сами напрашиваются. Когда у меня еще будет такой доступ к ним? С левой и с правой стороны по две форсунки, так как это субаровский оппозитный двигатель. А у него такая специфическая конструкция. Отлично. А вот и наши две форсуночки. Здорово. Тут всего вот два болтика, надеюсь, камера покажет. И все, что нужно сделать, это снять вот этот бензопровод. Синяя шпилечка выталкивается с этой стороны, вот она уже отошла у меня. И мы поднимаем и сразу подставляем, чтобы бензин не выкопал. Вот так вот. И отлично. Вставил туда болтик аккуратненько, намотал на него изоленты. Сейчас что делаем? Отсоединяем клеммы. У меня уже все перчатки порвались, бензин, масло, все это съело, чистящие средства, реагенты. Позаботьтесь о своей безопасности. Сейчас одену просто обычные перчатки. Надо будет зайти, потом еще прикупить. Мне очень нравятся такие, не сковывают движения. Ого! Похоже, нуждалась в срочной чистке. Обычный прозрачный шланг и трубочку от очистителя ставлю и залью клеем. Должно сработать. Подключил сразу минус и буду подавать на плюс. Вот у меня уже здесь готово. Здесь мы сразу подключаем контакт. Кстати, здесь не важно, какой плюс, какой минус. Все равно будет открываться. Чтобы они не соединялись, я их через изоляцию. Вот так вот. Будем смотреть, как будет очищаться наша форсунка. Да, здесь дофига грязи. И она так близко. Конечно, придумали не очень. Все, закрываем отверстие. Будем пылесосом высасывать тут все. Как следует почистим. Какая-то она подгорелая, что ли. Надеюсь, хорошо видно. Форсунка вот с левой стороны почему-то вот и первая, и вторая, они вот как будто поджаренные. И внутри прям рыжевато-красный оттенок. Вот такая вот ерунда. Может, они забились? Вот такая вот ерунда.
И еще нашел такое отличие. Буковки М и О. Но с той стороны у меня стоят два М. Не знаю, с чем это связано. Вообще на что-то влияет или нет. Но я точно так же все поставил, как и было. То есть здесь вот есть отличие еще вот Денса FJLHZ. А здесь FJHLJ. То есть как бы вот FJHLJ, она ближе к лобовому стеклу, соответственно FJLHZ ближе к передку, да, к переднему бамперу. Собираем все назад. Ставим на место. Вот таким нехитрым способом мы прочистили дроссельную заслонку, рампу, их две у Subaru, слева-справа, и топливные форсунки. Теперь остается только подсоединить воздуховод, не забыть проверить все датчики, чтобы все было защелкнуто, чтобы все шланги были подсоединены, и все будет замечательно, да, и поставить аккумулятор. Ошибок нет, и это радует. Обязательно проверить наше соединение на протечке. Сухо.